Привет. Ну что, буквально пару дней назад вышла модель Gemini 3.1 Pro от Google, и она невероятно хороша в построении веб-сайтов. Такое мнение вы можете увидеть в социальных сетях и в их официальном релизе. Я обычно пропускаю мимо ушей все анонсы новых моделей, потому что выходит новая модель, бьет все остальные модели по бенчмаркам. Проходит 2 дня, выходит новая модель, бьет все остальные модели по бенчмаркам. И, в принципе, этот цикл никогда не заканчивается. Но недавно я начал натыкаться в социальных сетях на довольно, скажем так, приятные примеры того, как люди делают что-то с одного промпта, какие-то элементы интерфейса, какие-то веб-сайты, и утверждают, что это все сделано с помощью Gemini 3.1. И, естественно, первоначальный скепсис, он перерос в интерес, и я решил устроить сам для себя такой челлендж и показать его вам. Мы любим Claude Code, и мы много про него говорим. Вот в прошлом видео мы говорили много про Claude Code. И, естественно, мы периодически говорим и про модели от Google, про инструменты такие, как Antigravity, как Gemini CLI. И я подумал, у нас теперь есть уже новая модель. Она нам вот только что доехала в наш Antigravity, она только что приехала в Gemini CLI. И я подумал о том, что хорошо, мы, наверное, возьмем какой-нибудь промпт, который использовали люди в социальных сетях, и проверим, какие же результаты нам покажет модель от Google и модель от Anthropic. Тем более, что Anthropic совсем недавно зарелизил свои модели Opus и Sonnet, которые на самом деле тоже очень хороши и требуют внимания к себе. Алгоритм очень прост. Я нашел промпты, которые другие люди использовали, чтобы построить буквально с одного выстрела one-shot лендинг-пейджи. Утверждают, что вообще ничего не меняли, только давали один промпт, не использовали никаких MCP-серверов, не использовали никаких скиллов. Но выглядит как классный челлендж. Забираем этот промпт. И вот у меня слева открыт мой Antigravity. Давайте проверим, что в нем нету никаких MCP-серверов активных. Так, вот мои все MCP-серверы, они все задизейблены, мы ими пользоваться не будем. Никаких рулов, никаких workflows нет. И сразу выберем модель Gemini 3.1 Pro, самую топовую, последнюю. И справа у меня открыт мой Claude Code любимый. Давайте здесь посмотрим, какая у нас модель активна. У нас сейчас Sonnet 4.6. Вот, кстати, приехали наши новые модели с окном контекста в 1 миллион токенов. Кстати, в мою Pro-подписку они не будут включены, будут биллиться отдельно, как экстра юзадж. Спасибо, Anthropic. Opus 4.6. Давайте выберем Opus 4.6. Нам для эксперимента ничего не жалко. Вставляю промпт сюда, в Antigravity. Кстати, если что, этот промпт я прикреплю в свою бесплатную телеграм-группу, чекните ее. И там же есть ссылка на мастер-класс по Claude Code, потому что этот инструмент на самом деле трендсеттер и топовый в своем деле. А мы пока запускаем Antigravity. Я, наверное, запущу прямо без планирования, чтобы эксперимент был чистым. Claude Code я тоже буду запускать в режиме без планирования. Запускаем Antigravity. Вставляем тот же самый промпт в Claude Code, проверяем, что мы не в планировании. 3.1 Pro нам сказал Antigravity, что пока нам недоступно. Выберу 3.1 Pro Low. Да, пошли установки пакетов, запускаем. Здесь Claude Code. Пошли выполнять. Подтверждаем в Antigravity. Да, подтверждаем баш-команду в Claude Code. Вообще довольно неплохие примеры мы можем встретить в социальных сетях, если это все правда, и мы можем строить такие страницы прямо с первой попытки. Конечно, для нас, для реалистов, это звучит, скажем так, не очень реально, но прямо проверить стоит. Поэтому так интересно, чем закончится наш эксперимент. Пока наши 2 нейронки идут параллельно, примерно с одинаковой скоростью, пока засетапили себе проекты, вот Claude Code уже начинает строить саму страницу. Разрешаем ему создать индекс HTML, теперь индекс CSS, app CSS. Создаем каталог для компонентов. Пока качество Claude Code опережает. Создаем navbar. Давайте пока посмотрим, в чем еще хорош Gemini 3.1. Конечно, бенчмарки наше все. И, естественно, Gemini 3.1 Pro выносит Opus 4.6 и Sonnet 4.6 по большинству пунктов. Хорошо. Да, мы видим, как Gemini 3.1 хорош в построении веб-сайтов. Здесь мы можем увидеть разницу в построении SVG-шек в предыдущей версии 3 Pro и в новой версии 3.1 Pro. Действительно, выглядит разительно лучше. Тут мы спорить не будем. SVG-анимации. Хамелеон в прошлой версии выходил не так хорошо.
Antigravity, кстати, уже приближается к концу, уже пытается забилдить наше приложение, чтобы проверить его работоспособность. Конечно, у меня сердце кровью обливается, когда мы так оголтело просто соглашаемся на все изменения, не отсмотрев их. Я большой фанат того, чтобы идти по workflow spec-driven development, то есть мы сначала строим спецификации, потом отсматриваем их глазками и решаем, понимаем ли мы, что собирается делать модель. Мы, кстати, этот подход в прошлом видео обсуждали, обязательно тоже гляньте. Ну, а тут мы просто шарашим и говорим «да» на все. Так, ну, Antigravity на самом деле опережает Claude Code. Он говорит, что я уже все построил. Он говорит, я уже запустил вам приложение, можете его открыть на localhost 5173. Да давайте даже не будем читать, делаем максимально не характерные для нас действия, просто откроем localhost и посмотрим, что для нас построил Antigravity. Так, я ничего не редактировал, вы, наверное, видели сами. Так, это выглядит довольно чисто. Конечно, мы заметили вот такие косячки, которые нам не сильно нравятся. Анимации. Мне кажется, что точно, что произошло, где произошел разительный сдвиг, Gemini 3.1 реально стал хорош в SVG-анимациях. Это прям видно, насколько выглядит прикольно вот этот движущийся курсор. Да, хорошо. Да, анимации появления хорошо. Вот этот элемент, конечно, мы не оценим его как сильно хороший подход. А вот это уже прикольный. Прикольный эффект наслаивания с уходом в блюр. Да, хорошо. О, прикольная анимация здесь. Вы знаете, я скажу, что это выглядит довольно крепко. Это выглядит, даже я сказал, на довольно крепком среднем уровне. Раньше, вот, например, как в этом видео, мы, чтобы добиться среднего уровня, делали много итераций. Сейчас это произошло все с первого раза. Но у меня претензии по комбинации шрифтов, по остальным элементам. Но в общем и целом, если, как вы видели, мы это сделали без скиллов, без MCP-серверов, без итерирования вообще, ну, кажется, что это движение в правильном направлении. Давайте посмотрим, что там с Claude Code. Кстати, честности ради, я скажу, что в Antigravity у меня прописаны настройки авто-акцептить какие-то команды, то есть не ждать моего разрешения, а в Claude Code, так как это мой основной инструмент, с которым я работаю, то большинство команд ждут моего одобрения, поэтому пока мы с вами ходили по другим сайтам и общались, то Antigravity продолжал работать, а Claude Code где-то ожидал моего акцепта, поэтому к скорости, к эксперименту по скорости мы с вами не будем относиться как к объективному эксперименту. Так, и тем временем Claude Code нам говорит, что он тоже закончил и запустил нам сайт на том же самом порте. Ну, это, конечно же, вряд ли. Мы сейчас его запустим на соседнем порте и посмотрим, что там есть. Открываем наш сайт. Так, ну, первое впечатление, скажем так, пока значительно хуже. Идем дальше. Да, конечно, анимации — это непотребная штука. Ну, это, конечно же, пародия на сайт, и я не думаю, что это история про то, что его следует дорабатывать. Его следует начинать с самого начала. Давайте я еще раз открою сайт, который сделал Gemini 3.1 Pro с первого раза. Ну, все познается в сравнении, все познается на контрасте, и это действительно намного все детальнее и крепче, если мы учитываем, что это one-shot prompt. Давайте еще один эксперимент. С Claude Code все уже понятно. Давайте сделаем еще один подход. Мне действительно хочется убедиться, что это не случайность, то, что у нас получилось. Я подготовил еще одну команду. Я ее сразу занесу в Gemini MD. Мы знаем, да, что все, что оказывается в Gemini MD, будет интерпретироваться как базовое правило для нашего агента, поэтому я могу здесь просто сказать, удостоверившись, что модель у нас правильная выбрана, построй мне этот сайт. Давайте еще и по этой спецификации попробуем построить сайт. Говоря про Claude Code, это, конечно, поразительно, каких крутых и бесподобных результатов мы можем добиться, используя скиллы, используя MCP-серверы правильные для фронт-энд дизайна или вообще для построения full-stack приложений, и насколько самая топовая последняя модель оказывается в затруднительной ситуации, когда ей нужно построить что-то по одному лишь промпту. Здесь в моей команде указано, чтобы нейронка уточняла ключевые вехи, ключевые вопросы для того, чтобы построить веб-сайт. Давайте скажем, что это бренд Aloha.
Теперь нужно выбрать эстетическое направление. Давайте будет неоновый биотех. Давайте немножко поленимся и скажем «остальное сгенерируй сам». Нажмем Enter. Друзья, вот эти команды, вы видите, я просто из Твиттера забираю. Я приложу эти команды тоже в свою бесплатную Telegram-группу. Забирайте там. Пока у нас антигравити работает, давайте посмотрим, сколько у нас наш код потратил нашего контекста для того, чтобы построить наш веб-сайт. 44 тысячи токенов, 22%. В принципе, нормально. Так, а антигравити говорит, что построил нашу вторую версию сайта. Давайте его запустим, посмотрим, что у нас из этого вышло. Эволюция за гранью возможного. Так, да, та же самая анимация, потому что, я имею в виду по концепту, потому что мы сохраняли с вами эти части. Мне понравилось, как Gemini делает анимацию. По классике нейронки до сих пор довольно плохо работают с кириллицей, то есть мы видим, что шрифтовая пара, ну, скажем так, максимально невыигрышная. Здесь, конечно, чуть получше это выглядит, но да, анимация на ховер, инъекция кода. Да, я точно хочу подтвердить такую вещь, что SVG-анимации стали куда более мощными. Да, здесь концепт анимации тоже сохранен. Наша кардиограмма тоже сохранена. Ну что, вердикт такой. Мне кажется, сейчас эта модель, если вы совершенно не хотите заниматься дизайном, даже с первого раза сделает вам что-то, что вы будете делать пару часов в каком-нибудь конструкторе сайтов. Но если мы к этому добавим все итерации и все знания, которые мы уже обсуждали в прошлых видео про Vibe Code Design, мне кажется, эта модель может выходить на какие-то космические масштабы и космические результаты. Поэтому будем следить, пробовать. Подписывайтесь обязательно на канал. Мы здесь говорим про искусственный интеллект. До скорых встреч!